Новым годом! С новым 2022 годом, дорогие друзья! И несмотря ни на какие страшилки 2020 и 2021 года, последний из которых стал для нас полной неожиданностью, Израиль в 2022 году исчезнет совсем. За подробностями срочно всем в интернет. О приближении конца света уже мало кому неизвестно. Но человеку свойственно надеяться на лучшее. Так вот, несмотря ни на что, пусть 2022 год будет лучше, гораздо. Намного лучше двух предыдущих. Пусть он будет добрее, щедрее. Любви обильнее. Верьте в добро и счастье. Верьте в свое крепкое здоровье. Верьте в любовь и красоту. Верьте в перемены к лучшему. И пусть 22-й приготовит нам побольше, побольше. Побольше всего позитивного. А мы дарим вам очередной позитивный выпуск. Ведь чем больше хорошего мы увидим, тем больше хорошего привлечем в нашу жизнь. С Новым годом! Дорогие друзья, мы сегодня участники процесса сбора клубники. Сейчас, перед Новым годом, как раз начинается сбор урожая. Обратите внимание, мы приехали на ферму, которая называется Агронен. И клубника здесь выращивается вот таким вот способом, да? В подвесных поддонах, на которых установлены специальные, я даже не знаю, что это такое, в которых находится кокосовое волокно. Вполне возможно, что здесь еще какое-то добавление. Вот это абсолютно безопасное, биологически чистое. Производится с помощью высокотехнологичных процессов, которые отслеживают и температуру воздуха, и влажность, и количество необходимых веществ для клубники. Вот, подается сюда, вот здесь есть такие специальные шланги, подается в определенное время вода. Это очень чистая клубника, здесь практически абсолютно нет вредителей, потому что она висит, видите, в воздухе. Она не соприкасается с землей, как все говорят, что можно есть прямо с куста, что я сейчас и сделала. Вообще, это, конечно, потрясающая вещь. Посмотрите, они очень плотные. Здесь выращивается несколько сортов клубники. Это сорт Даниэль. Ну-ка. Еще я хочу сказать, что это один из излюбленных видов отдыха всей семьей. Здесь огромное количество детей, огромное количество их родителей, бабушек и дедушек. И это отдых для всей семьи. И это прекрасно, что дети вот так вот приходят и видят, что клубничка-то, она вот она как растет. Вот есть цветочки, вот есть ягодки, вот они зеленые, вот они красные, вот они полурозовые. Вот, это очень здорово. Детей отрывают от их гаджетов и приводят, можно сказать, к земле. А еще я хотела сказать, что в этом году у нас год Шмита. Это означает, что земля должна отдыхать. А здесь, как вы видите, все в воздухе. Поэтому этот урожай можно есть абсолютно всем. Мне досталась такая почетная роль собирателя клубники. Можно ее вот так собирать. Да. Вкладывать вот такую коробочку мы ее купили за 20 шекелей. Вообще вход 30 шекелей на взрослого. На детей есть скидка. И вот находишь, допустим, хорошую клубнику. Смотрите, какой я нашел. Прям собираешь ее. Да. И можно есть сколько хочешь. Вот я начинаю пробовать. Так. Пробуем. Это какая-то прелесть. Она сладкая, но недостаточно сладкая, чтобы меня раздражать своей сладостью, но достаточно кисло-сладкая, чтобы поразить своим очарованием. Это просто, конечно, нет слов. Я еще одну хочу, Лора, срочно. Можно? Поискушаем, зрители. Я понимаю, что сейчас холодные сугробы где-нибудь в России, в Украине, Беларуси. Но клубника израильская, вот такая висячая, не на земле, вот на таких вот плантациях висячих. Лора, походу я до закрытия этой фермы не уйду отсюда. А, кстати, век живи, век учись. Совсем недавно я узнала, что с точки зрения ботаники это вовсе не ягода, как все мы привыкли об этом говорить. Ну, с точки зрения сельского хозяйства, то да, ягода. А это на самом деле орешки. То есть это разросшееся цветоложе. Вот оно. А плоды на самом деле это вот эти маленькие-маленькие косточки. Вот это с точки зрения ботаники. Ягода не ягода, а орех.
Ферма Агронен, куда мы приехали собирать клубнику, свои первые ягоды высадила в 1997 году. Теперь здесь кроме клубники растет и малина, и голубика, и шелковица, и питанга. И все это можно самостоятельно собирать и есть сколько угодно. Ну вот, мы будем приезжать, наслаждаться. Позовем нашу внучку Мию. И будет прекрасно. Посмотрите, какое небо и поля Святой Земли за мной. Я просто этот день, вот солнышко появилось, не знаю, я аж опьянел от чистого воздуха. В том плане, что настолько чистый воздух, голова аж закружилась, так говорят, кислорода когда много, немножко голова аж кружится. Настроение просто великолепное. Я передаю, стараюсь, насколько можно, через камеры передать вам это настроение. Действительно, Святая Земля, Израиль поражает своим вот разнообразием. И то, что можно вот так приехать и устроить из банального сбора клубники настоящий отдых и радость. И передать вам. А вот мимо этой красоты мы не могли пройти. Это мексиканские кактусы с плодами. Посмотрите, вот красного цвета. Но в супермаркетах мы покупаем плоды другого кактуса. Для них есть специальные плантации. А вот такими кактусами в 19 веке в арабских поселочках разделяли границы между участками, да, там, земельными. Вот. Но тем не менее они очень аутентичные, прекрасные. Чувствуешь, как будто в пустыне, где-то в Мексике. И так далее. Это сочельник католического Рождества в христианском квартале старого города Иерусалима. На нескольких улицах христианского квартала многолюдно и весело. Но многолюдность не дотягивает, чтобы сказать, яблоку негде упасть. На улицах витает запах глинтвейна, шум, смех, музыка, очереди. Ну, в общем, все, чем может похвастаться народное гуляние. Как думаете, куда выстроилась эта очередь? В гости к Санта-Клаусу. На Санта-Клаусов в Израиле дефицит. И очереди у входа тому подтверждение. Ведь на весь Израиль самых настоящих Санта-Клаусов с дипломом ни актеров, ни любителей всего два. Один живет в Хайфе, а наш иерусалимский Санта живет здесь. К очереди к Санта-Клаусу мы не пристроились, зато присоединились к любителям глинтвейна. Куда и откуда все идут?
Католический комплекс Нотр-Дам в Иерусалиме тоже в эти дни становится местом паломничества любителей рождественских елок. Здание Имки в центре Иерусалима – еще одно место ежегодного паломничества израильтян в рождественские новогодние дни. Истории этого здания мы сегодня касаться не будем. Но скажем, что здесь единственный в Израиле карельон из 36 колоколов. Его установили на 50-метровой башне почти 90 лет назад. Игра на этом инструменте – сложное искусство. Но в Израиле есть свой звонарь. Это профессор психологии еврейского университета Габи Шефлер. Многие-многие годы именно он пробуждает звук колоколов Имки. А сейчас слышен веселый звон колокольчика Санта-Клауса. Кстати, напомню, что прообразом этого белобородого волшебника, дарящего подарки, послужил, пожалуй, один из самых почитаемых святых – Николай Чудотворец. Роль этого сказочного персонажа мы недопоняли, но детям и взрослым он очень понравился. Все хорошо, все отлично, но Санта-Клаус все-таки не настоящий. Поэтому мы пошли в старый город еще раз. Вторая попытка тоже провалилась. Вот идет Лариса по той же, но уже опустевшей улице Воскресенья. Мы идем на встречу с Дедом Морозом, вернее, с нашим иерусалимским Санта-Клаусом. Он, конечно же, нас не ждет специально, но он ждет всех гостей, которые готовы прийти к нему в течение декабря месяца. Но оказалось, что в этот день Санта никого не ждал. Как добропорядочный христианин, в воскресенье Санта-Клаус отдыхает. Третья попытка откладывается на год. Так что до встречи с Санта в следующем году, в том же месте в Иерусалиме. Но без новогоднего волшебства в этот день мы все же не остались. Хотим поделиться и с вами ощущением рождественской или новогодней сказки.
Вот уже почти как месяц в Иерусалимском ботаническом саду проходит фестиваль «Зимние огни». И это праздник света, музыки, природы и вкусов. Самая настоящая новогодняя сказка. С Новым годом!